Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. Сегодня мы говорим про Marketplace 2.0 от Biswap. В честь годовщины существования децентрализованного обменника Biswap было решено обновить Marketplace, выкатить его версию 2.0. Релиз второй версии Marketplace был сделан 31 мая. Было внедрено достаточно большое количество изменений. Некоторые из них вы видите перед собой. Старому Marketplace действительно не хватало разных фильтров и параметров для поиска. Было довольно неудобно. Нельзя было, например, найти игрока с определенным количеством энергии. Ну и так далее. На Biswap Marketplace вы можете найти NFT разных коллекций. Не только от самой площадки Biswap, но и от других сторонних создателей. Давайте начнем с самого начала. Прежде всего, вам нужно, естественно, зарегистрироваться на бирже. Ссылка будет в описании. Вы просто заходите по ссылочке, нажимаете Connect Your Wallet. Я уже давно являюсь пользователем площадки Biswap, потому MetaMask у меня не спрашивал разрешения. Если вы первый раз подключаетесь и регистрируетесь на площадке Biswap, то MetaMask у вас, соответственно, спросит на это дополнительное разрешение. Так выглядит главная страница обменника, но чтобы попасть на Marketplace, нам нужно перейти вот сюда. Biswap Products, Marketplace. Marketplace — это отдельная часть биржи, потому она требует отдельного подключения кошелька. Опять же, первый раз, когда вы делаете, у вас кошелек спросит дополнительное разрешение. То есть мне же этого делать уже не нужно, поскольку я уже ранее подключался. Первое, что бросается в глаза, это измененная лицевая страница, которой раньше не было. Первый блок у нас информационной рекламы, второй блок это у нас топ коллекций. Какие NFT больше всего торгуются на данном маркетплейсе. И как мы видим, на первом месте у нас сейчас находится Biswap Robi. Робики это уникальные среди DEX площадки, в принципе в криптовалюте NFT-шки, которые можно стейкать под очень неплохой процент. Но это отдельная история. Далее у нас вторая по популярности это Squid Players. Ну, ранее они были 100% на первом месте, но поскольку уже контракты закончились, да, они уже опустились на второе место, как видите, минус 42%. Squid Buses, опять же, это автобусики, относятся к игре в кальмара. И по факту на третьем месте у нас находятся пираты. Это NFT-шки, которые запускались на площадке Biswap. И дальше мы видим уже другие коллекции. Дальше у нас идет блок статистики, в котором мы можем увидеть, что активных пользователей у нас 39 тысяч и NFT-шек здесь 248 тысяч. Далее блок у нас горячего предложения, недавно добавленные NFT-шки. И дальше идет у нас уже блок истории. То есть это список по времени, когда была последний раз сделана продажа и чего. И как видите, у нас последние в продажах это именно робики. И дальше идут у нас NFT из игры в кальмара. Если мы наведем на меню Market, у нас здесь есть два пункта: Discover и Ranking. Если мы нажмем на Ranking, то мы увидим опять же статистику среди всех типов NFT-шек, которые продаются на данном маркетплейсе. Видим показатели объем, там 7-дневный, суточный объем, минимальная цена, интересный показатель, количество пользователей и количество штук данных NFT, которые есть на маркетплейсе. И здесь удобно посмотреть все виды NFT-шек, которые есть на Biswap маркетплейсе. Опять же, робики, кальмары, пираты, Born Bad Boys серия, Born Bad Girls туда же, Polychain Monster у нас на 9 месте и панкейки у нас на 11-12 месте. Вот такие вот у нас на данный момент коллекции торгуются на площадке. Если же мы нажимаем на меню Discover, то у нас открывается уже именно меню с фильтрами, где мы можем удобно подбирать, фильтровать NFT-шки, которые мы хотим себе найти. Кнопочка фильтр у нас включает и выключает данные фильтры. Под окошком поиска у нас имеется в виду опять же список всех коллекций, которые у нас здесь есть. И это окошко поиска ищет именно среди коллекций. Оно не ищет среди самих NFT-шек, и ищет именно среди коллекций. Допустим, напишем сюда Squid. Набираем две буквы SQ и видим, что у нас есть Squid автобусы, Squid игроки, ну и Pancake Squad, да, тоже у нас сюда подтянулся. Пока мы не выбрали какую-то конкретную коллекцию, параметров для фильтра очень мало. Мы можем выбрать только статус продажи, то есть продается ли она сейчас, либо она продается по аукциону. И также мы можем выбрать NFT-шки, на которые есть предложение. Можем выбрать цену продажи, тот, кто продает только в BSV, либо вы хотите купить за VBNB, это обернутый BNB, опять же BUSD или USDT. Фильтров можно выбрать несколько одновременно, как видите, они выбираются и снимаются. По умолчанию сортировка стоит по самым новым, но вы также можете отсортировать их по цене. Также вверху у нас есть вкладка «История», это точно та же история, которую мы видели на самой главной странице. Но намного больше фильтров мы сможем увидеть, когда перейдем в какую-то конкретную коллекцию. Давайте я вам покажу на примере игры в кальмара. Коллекции можно также выбрать несколько одновременно. Например, можно выбрать и игроков, и автобусы, чтобы смотреть. Но давайте оставим только игроков. И как вы видите, у нас количество фильтров увеличилось. Что очень приятно видеть, это то, что, допустим, уже на главной странице NFT-шки мы можем увидеть ее основной показатель. Это количество энергии, которое у нее есть. Также мы видим такой кружочек, который говорит, есть ли контракты у данного игрока или нет.
Также прямо не заходя в NFT, мы можем разместить свой ордер, поскольку эта NFT продается по аукциону. Как вы видите, внизу идет счетчик. Это говорит о том, что у нас она продается через аукцион. А если NFT у нас продается без аукциона, то прямо вот не заходя в нее, да, можно нажать кнопочку купить, что очень удобно. Также внизу есть сердечко. Поставив сердечко, мы отправим эту NFT в раздел «Избранное» в нашем кошельке, к которому мы перейдем чуть попозже, который находится вот здесь, вот вверху. Видите, My NFT. Это ваша коллекция, ваш кошелек и ваши вот эти вот пролайканные NFT-шки. Возвращаемся к фильтрам. Этот блок точно такой же. Можно отсортировать цена, можно выбрать диапазон цены. Но обратите внимание, что несмотря на то, что мы выбираем, допустим, фильтр в BSV, то в окошко мы вбиваем именно цену в долларах. Вот, например, если я выбрал BSV, я вобью сейчас цифру 300. Казалось бы, хотим увидеть вот эту NFT-шку, мы ее здесь не увидим, потому что этот фильтр внизу идет по долларам, то есть цена 118. Давайте мы вобьем сюда, допустим, 299, и вы увидите, что они все пропали, потому что цена стала по 1000 BSV, потому что это фильтр именно по долларам. Если мы вобьем цену там поменьше какую-то, вот 118 долларов, то вот наша NFT-шка появилась. То есть получается, что мы выбрали NFT-шки, которые продаются за BSV, но цену мы указываем в долларах. Ну, есть такая вот особенность. В случае с выбором через BUSD и USDT, это показатель, конечно же, будет 1 к 1. Но вот в случае, если вы продаете, а большинство NFT-шек здесь продаются именно за BSV, ну, который касается своей собственной коллекции, то есть такой небольшой нюанс. Также у нас появилась возможность выбора игроков по уровням, чего очень сильно не хватало ранее. У игроков кальмара у нас было 5 уровней, потому мы здесь видим цифры от 1 до 5. Давайте мы посмотрим, почем у нас продают самых дорогих игроков, у которых 4000 энергии. Их продают сейчас по 343 BSV, 135 долларов, да. А ранее они стоили чуть ли не там по 1000 долларов. Да нет, вру, даже стоили они по 1000 долларов. Было время такое. Но игра уже заканчивается, и потому NFT уже упали в цене. Также у нас появился показатель, это фильтр по количеству энергии у данных игроков. Давайте мы попробуем найти игроков 3 уровня. Это игроки, у которых максимум 2000 энергии. Давайте мы поставим минимум 1400. И вот мы видим, что у нас отфильтровались игроки, у которых энергии не менее чем 1400. Очень удобный фильтр. Кстати, его можно вот также ползунками здесь отрегулировать, и можно выбрать, одновременно мы ищем игроков нескольких уровней. Например, мы хотим найти игроков 3-4 уровня, у которых энергии, например, там 2000. Это может быть очень удобно, потому что энергия может пересекаться между разными там NFT-шками, например. Следующий фильтр у нас касается показателей NFT. Это вот такой вот ползунок. Прокачана ли NFT-шка на максимум, то есть вкачана ли у нее энергия на максимум. То есть у NFT-шек 3 уровня это 2000, как видите, здесь цифры будут все, зеленые NFT-шки будут все по 2000, а вот такие вот фиолетовые будут по 2700, потому что у игроков 4 уровня максимальное количество энергии именно 2700. Тоже очень удобный показатель. Нужно ли вам ее будет прокачивать или нет, вы можете здесь выбрать. Следующий показатель, это у нас можно ли данной NFT-шкой играть в данный момент. Это тоже очень удобный показатель, поскольку у данных NFT был тайм-аут на игру 2 суток, то есть играть мы могли раз в 2 дня, и могла получиться такая ситуация, что вы NFT купили игрока, а сыграть им сейчас не можете, потому что он играл, допустим, несколько часов назад, и его выставили на продажу, и вам придется ждать целый день, чтобы попытаться купить данную NFT. Тоже удобный фильтр. Ну и поскольку для того, чтобы пользоваться этими игроками, нам нужно было покупать еще контракты. Контракты бывали у нас максимум на 60 дней. Мы можем здесь указать, сколько дней игры осталось у игрока. Например, выберем 15. И вот мы видим игроков, которые еще могут играть целых 15 дней. Все фильтры, которые мы выбирали, находятся у нас здесь вверху. Мы можем нажать кнопочку «Очистить все», и фильтры сбросятся. И мы уже снова видим NFT из всех коллекций. Что еще вам стоит знать по поводу NFT? Покупая либо продавая NFT-шки, мы платим комиссию 1%, что является самым низким процентом среди Marketplace на Binance Smart Chain. Но этот процент у нас не уходит впустую. 1%, который мы платим, равномерно, то есть 50 на 50 распределяется в виде бонусов между покупателем и продавцом. Та сумма денег в виде 1%, которую мы заплатили, она конвертируется у нас в Robi Boost. Это энергия, которая нам нужна для прокачки игроков кальмара, либо для прокачки вот этих же робиков. Как мы видим, у него, вот видите, здесь левел 100, это у него 100 Robi Boost'ов. У этого игрока 10 Robi Boost'ов.
Ну и то же самое мы видели у игроков кальмара, там было 1000, 2, 3, это SE энергия, которая там соотносится с Orbi бустами к 1 к 20. Перед собой вы видите уникальные NFT, которые приносят деньги, если их застейкать. И вверху у нас есть кнопочка Stake NFT, если мы в нее перейдем, мы попадем в раздел NFT, куда мы можем попасть и из главного меню, из раздела NFT. Как вы видите, у меня есть на аккаунте 3 робика, самого мелкого первого уровня, они у меня еще здесь остались с давних времен. Процент по ним сейчас 176%, и выплата идет в 3 разных валютах. В BSV, в WBNB, в USDT и в BFG. Мультивалютная выплата, что тоже довольно-таки хорошо. Ну и напоследок давайте вам расскажу, как же посмотреть, какие у вас есть NFT и историю, в общем-то, по ним. Для этого вам нужно перейти в правый верхний угол, нажать вот эту кнопочку My NFT. И первая вкладка, которая вам открывается, это InWallet. Эти NFT-шки находятся у вас в собственности, то бишь привязаны к вашему кошельку, который вы на данный момент подключили к бирже. Есть вкладочка History, то есть здесь можно увидеть, почем вы покупали, продавали. И есть вкладочка Favorite. Это вот те сердечки, которые я вам показывал. Если вы их нажмете, то эти NFT-шки появятся именно в этом разделе. Второй раздел — это у нас предложения. Если вы что-то продаете, то у вас они будут отображаться на первой вкладке Sell. Если вы в какой-то NFT-шке предлагали покупку за свою цену, то она будет отображаться здесь. Если же вам кто-то предложил купить вашу NFT-шку за цену, за которую вы ее не выставляли, то они отобразятся в разделе Sell Offers. Ну, например, я выставлял эту NFT-шку за 100 BSV, а вот человек хочет у меня купить ее за 1 BSV, то вот именно здесь появится его предложение. Также у нас есть раздел аукцион. Это NFT-шки, которые продаются по аукциону. Ну и ставки, если вы их делали. Ну, в общем, ребятки, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.